Всем привет! У нас сегодняшний выпуск. Снова мы будем читать Альфа Блюма комментариями. И тема сегодняшнего выпуска — руны ректификации. Ну и традиционно перед началом нашего чтения маленькое приглашение на обучающий курс рунической биоэнергетики для тех, кто ищет ответы на свой вопрос. Для тех, кто неравнодушен к магии, и в данном случае рунической магии, кто понимает, что магия — это не фокусы, не какие-то там привороты, отвороты и тому подобные манипуляции извращенного сознания. И магия не в этом суть магии, а магия — это наука, помогающая исследовать самого человека и все, что связано с его жизнью. Поэтому, если кто относится к магии как к науке, а не как к некоторым фокусам или мистическим манипуляциям и другими играми в мистику, да, относится как к науке, то наука — это то, что следует изучать. Поэтому серьезное отношение к изучению магии. И если нужен проводник, если нужен тот, кто может помочь вспомнить себя, познакомиться с первичными законами магии, Вселенной, познакомиться с законами, которые образуют принципы энергопостроения Вселенной, что такое матрица энергии, что такое потоковые энергии, в чем разница между меридианными и коконными энергиями, какие законы обладают в нашей жизни, которые следует применять и использовать, и знание законов или незнание законов однозначно дает разницу. Да? То есть, если мы не знаем законы, все равно совершаются. Если мы знаем эти законы, то мы знаем, как и управлять энергиями по этим законам. Поэтому приглашаю вас на курс обучения. Как это сделать, есть в описании под этим видео. Есть контакты, как выйти и со мной связаться, потому что знакомиться нам по-любому надо. Принцип обучения основывается, по сути, на индивидуальной технике или методе. Идет личное общение после каждого занятия, есть домашние задания, курс рассчитан примерно на год. О стоимости обучения это мы поговорим. Те, кто решится серьезно заниматься, мы найдем способ для того, чтобы это всем было приемлемо. Вот где-то так. Кто не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте колокольчик на уведомления, потому что я настроен прочитать эту книгу каждый день в 18:00 на своем канале. Мы на 83-й странице, а их всего 193. С учетом того, что мы в выпуск разбираем 1, 2, максимум 3 страницы, то можете сами взять калькулятор и поделить, сколько еще предстоит выпуск. Ну, я хочу это сделать традицией, то есть каждый день в 18:00. Даже если вы забудете, когда же выпуск, то помните, каждый день в 18:00 примерно этих выпусков будет еще, как минимум 50. Плюс-минус. Поэтому каждый может найти что-то для себя интересное, особенно те, кто интересуется рунической магией, и те, кто настроен действительно познавать. Алиса, привет. У нас сегодня, повторюсь, тема руны ректификации. Пусть это вас слово не пугает. На самом деле в описании есть такое слово приводить в порядок или расставлять по местам что-либо, исправлять, улучшать. Приводить в порядок что-либо, как
пребывающее в движении, так и находящееся в состоянии равновесия. То есть наводить порядок в своей жизни, наводить порядок в своих мыслях, наводить порядок в взаимоотношениях. То есть, по сути, ректификация – это навести порядок, то есть расставить все на свои места, так, чтобы не было хаоса какого-то в голове и в жизни. Метод, который предлагает Ральф Блюм, я бы сказал, что он в какой-то степени, он называет это не методом, а техника. Он в первую очередь рассчитан на то, чтобы люди были готовы найти решение. То есть, если те, кто хотят использовать эту технику, настроены на определенную амбицию личности, то есть амбиция, переходящая в чувство собственной важности, или какая-то упертая, противящаяся позиция противления, несогласия, то эта техника не поможет. Здесь в первую очередь использование этой техники необходимо только тогда, когда люди хотят найти решение, когда люди хотят найти выход и готовы подстраиваться, прислушиваться, понимать друг друга. Во всех остальных случаях это бессмысленно. Подойдет ли это психологам? Может быть. То есть эта техника, если психолог использует, например, рунические руны и достаточно глубоко их знает, а не просто поверхностно, то да, они могут помочь. И, может быть, даже эту технику используют психологи или психиатры, я не знаю точно. Но на самом деле это техника, которая не обязательно ее использовать руны, или не обязательно использовать изначально тот самый принцип, который дает Ральф Блюм, а можно... Чуть-чуть прервалась связь, я поэтому остановил, замолчал немножко. Сейчас восстановилась, пишет мне, что восстановилась связь. Ральф Блюм взял из американского словаря языков Weber's New World, мировой словарь, какой-то новый словарь. Википедия или другие словари могут давать другие значения, но на самом деле это мы апеллируем или берем за основу то, что нам сообщил Ральф Блюм. Добрый вечер, Ольга. Поэтому мы берем его основу, то есть он объясняет слово ректификация, и мы берем за основу его объяснение, которое он взял с американского словаря, языкового словаря. Итак, как описывает это Блюм? Это техника, предназначенная для тех случаев, когда возникают проблемы между коллегами, друзьями, влюбленными, партнерами и всеми, кто взаимодействует, несмотря на несхожесть взглядов, черт характера и темперамента. Ну вот, опять же, допустим, в американской культуре принято в какой-то степени находить общий язык. Я до конца не знаю культуру Америки, но допускаю, что это стоит на первом месте. Но вообще в любой цивилизованной общине или в любом цивилизованном обществе предпочитают договариваться, а не противостоять. Поэтому, опять же, эта техника, да, она предназначена для тех случаев, когда возникают проблемы между коллегами, друзьями, влюбленными, партнерами и всеми, кто взаимодействует. Тем не менее, у этих людей, у этой общины, у этой общности должно в первую очередь быть желание найти общие точки соприкосновения. В астрологии восстановление даты рождения по событиям в жизни. Для тех, кто ее не знает, кропотливый процесс. Ну, в какой-то степени да. Когда случается нечто, что вызывает распад или воздвигает преграду между вами и кем-то еще, соберитесь вместе,
твердом намерении прояснить ситуацию. То есть прояснить ситуацию — это опять же, когда есть определенное непонимание. Не в том плане, что один человек или там каждый гнет свою позицию или отстаивает свое видение как единственное, навязывая его другим, считая, что это мнение должно быть принято, чтобы он оказался прав, и ему кажется, что это есть решение вопроса, то эта техника, конечно, бесполезна, она даже не сможет произойти. Здесь опять же, я, наверное, третий, четвертый раз и на протяжении вот, наверное, сегодняшнего выпуска я буду обращать внимание на то, что это должно быть желание найти компромисс. То есть это должны быть, например, люди, которые любят друг друга, друзья, которые уже давно дружат, это коллеги, которые сплочены, но возникла какая-то ситуация или проблема, которая внесла этот разлад, непонимание. И люди хотят снова восстановить эти отношения, найти взаимопонимание, найти, в чем есть разбежность, где есть непонимание. И здесь должен быть каждый открыт, должен каждый быть готов идти навстречу или идти на какой-то компромисс или на какой-то переосмысление. Поэтому это духовный труд, это духовное понимание. Я скажу, не все готовы идти на какое-то общение, при котором можно найти компромисс, можно найти взаимодействие. В большинстве случаев основная масса людей или уходит от проблемы, или категорично противостоят ей. То есть отстаивая свое мнение, даже если это ведет к разрыву. То есть такой вот ва-банк, знаете. В рамках данной практики действие осуществляется в обратной последовательности. Излечение руны происходит в самом конце процесса. Суть ритуала состоит в том, чтобы задать 5 вопросов и получить ответы на них. Я бы сказал еще так, не обязательно 5 вопросов. И не обязательно те, которые мы сейчас будем рассматривать или предлагает Ральф Блюм. Это все примеры. То есть суть ритуала, и это тайна общения, да, ритуал — это постановка. К этому тоже нужно относиться именно как к некому сакральному моменту, который необходим как некий процесс. Его нужно начать и закончить. То есть суть ритуала состоит в том, чтобы задать 5 вопросов. Вот Ральф Блюм предлагает 5 вопросов. Что произошло? Какие чувства вы испытываете по поводу произошедшего? Каким иным образом вы поведете себя в аналогичной ситуации в следующий раз? Каким бы вы хотели видеть исход ситуации? Каким знанием вы обогатились в результате этого случая? Мне кажется, 5-й вопрос, он самый ключевой, потому что если изначально ставится ключевой или последний вопрос, чем можно обогатиться или какой можно извлечь урок, то все остальные вопросы, они являются вопросами расследования, вопросами, приводящими к конечному результату. Можно ли эти вопросы изменить? Даже нужно. То есть нужно рассматривать конкретную ситуацию, и должно быть, повторюсь еще раз, желание партнеров действительно что-то менять и сделать выводы во благо объединения, во благо дружбы. Я так понимаю, что, например, если люди дружат по-настоящему, если эта дружба не фиктивная, а настоящая дружба, то друзья всегда захотят сохранить отношения. А, естественно, мы, люди-человеки, мы всегда можем где-то в каком-то смысле быть и неправы даже в каких-то поступках, суждениях, видении относительно другого человека. И, естественно, если есть определенная открытость, и об этом можно сказать друг другу, и сесть, разобраться, то, конечно, всегда можно найти компромисс и сохранить дружбу, сохранить любовь, сохранить отношения, сохранить коллектив. Это если все хотят договориться. Если не хотят, кто-то не хочет договориться, это все бессмысленно. Ральф Блюм советует отключить телефон, закрыть двери
Вы должны быть уверены, что располагаете достаточным количеством времени для того, чтобы каждый из участников ответил на каждый из вопросов, иметь возможность обсудить полученные ответы и вытянуть руны, которые прольют дополнительный свет на ситуацию. Особенно вытащить руны. Ну, во-первых, тут можно даже сделать в некотором смысле письменный анонимный опрос, если, например, людей больше 3, больше 2 или там какой-то коллектив, то есть можно просто-напросто анонимно ответить на все 5 вопросов, и, допустим, нейтральный человек прочитывает эти вопросы и не обсуждается. То есть сохранить некую такую анонимность, чтобы изначально не было такого, знаете, как личной предвзятости. Да? То есть вопрос, есть определенное высказывание на этот вопрос, и это высказывание можно просто обсудить коллективно. Следующее. Иметь возможность обсудить полученные ответы. То есть, так оно и есть. И вытянуть руны. Можно выбрать одного человека, чтобы он вел краткую запись того, что говорят остальные. Почему? Чтобы, например, не делать, чтобы один человек не вел запись, потому что он может, например, сделать запись субъективно, то есть не стенографично, а вывести определенное понимание, то, конечно, лучше, чтобы каждый писал сам. Тоже как один из вариантов. А вот один человек может быть просто ведущим. Прежде чем всем присутствующим будет задан следующий вопрос, каждый из них должен дать ответ на предыдущий. Недопустимо перебивать друг друга. Опять же, вариант записывать ответы или подавать реплики говорящему до того, как тот закончил говорить. Формулировка, какие чувства вы испытываете, обиду, раздражение, стеснение, неловкость, страх, скорее, нежели пламенные и страстные заявления, типа «что ты со мной сделал?», то есть какие-то упреки, бросающиеся упреки. Или вот что ты сделал неправильно, опять же упрек, который переводит на личностные разборки. Здесь же сама цель – это прояснить ситуацию. Может спасти обсуждение от распада на самооправдание, взаимные оскорбления. Ради улучшения взаимопонимания присутствующие уславливаются воздерживаться от выяснения, от вынесения заключений во время обсуждений. Что я хотел бы еще добавить к этому? Все люди в какой-то степени эмоциональны. И особенно, когда человек зациклен на каком-то своем понимании, ограниченном как-то, ограничивающем, то есть он не может судить объективно, то что самый лучший способ – это договориться. Но опять же, если люди готовы договариваться. И здесь самое главное, ты же все оговорить нюансы, которые как бы договариваются, не употреблять, очень сложно. Поэтому, мне кажется, здесь важен момент, чтобы все относились очень серьезно к авторитету рун, как элементу, как оракулу, который может поставить точки над «и». То есть не субъективно высказывать отношение того или другого. То есть высказаться, естественно, нужно. Нужно сказать так, как есть, открыто. Но один момент. В первую очередь, так как это все-таки ритуал рун, который предлагает Ральф Блюм, мне кажется, что следует сразу же собирать людей, которые относятся к авторитету оракула непредвзято. То есть они готовы услышать независимый ответ рун на каждый вопрос относительно того, что происходит. После того, как каждый из участников получил возможность выразить свои чувства,
тому из участников обсуждения, кто по-прежнему требует урегулирования какого-либо частного разногласия, следует вытащить руну. Мне кажется, что здесь вариант, который можно комбинировать. Ральф Блюм предлагает, например, такой сценарий, а можно здесь правила этого ритуала придумать заранее или предложить заранее. Можно, например, каждый вытаскивает руну. Например, он отвечает письменно на вопрос и вытаскивает руну, пишет: мне выпала такая-то руна, она говорит об этом, или еще как-то. То есть как бы трактовка, чтобы была, чтобы можно было получить, может быть, или подтверждение, или, допустим, руна, которая помогает. Например, вытащил руну, потом ответил относительно этого вопроса и относительно этой ситуации. Мне кажется, что если в этой ситуации руны поставить на первое место, а не на второе, так как это предлагает Ральф, то в принципе это может даже иметь более эффективно. Но опять же, если люди, повторюсь, открыты, и руны являются для них авторитетом. Кто-то из вас может оказаться обеспокоен или сбит с толку перечислением ваших эмоций в ответ на второй вопрос, какие чувства вы испытываете по поводу происшедшего. Возможно, возникнет некоторое расхождение во мнениях по поводу того, что же на самом деле произошло. В этом случае можно достигнуть более полного понимания, вытащив руну в качестве комментария к первому вопросу, что произошло. То есть, опять же, тут как бы Ральф Блюм предлагает после того, когда выпустить пар или высказаться, а потом вытаскивать руну. А я, например, вижу, мое личное, здесь нужно в ситуации вытаскивать руну и потом давать каждому высказываться, потому что сама руна, она будет определять направление ситуации или направление вопроса, относительно которого каждый будет ориентироваться. Это как ориентир. Мне кажется, это будет более точно. Хотя я не пробовал, я ничего не могу сказать. Я просто рассуждаю о том, что и этот вариант можно использовать для поиска решений. Продолжайте вытягивать руны для внесения ясности по возникающим у вас вопросам до тех пор, пока не удастся прийти к единому мнению и достигнуть гармонии. Вы можете оказаться немало удивлены тем, насколько быстро это произойдет. То есть, если берутся для руководства руны, а мы помним, что каждой руне соответствует определенный духовный закон, то, конечно, привести свое сознание к пониманию духовного закона или вернуть на стезю понимания духовного закона, это, безусловно, даст и гармонизацию отношений. Но, опять же, не следует брать это в таком формате, как каноническое, знаете, то есть вот это правильно и больше никак. Нужно все-таки рассматривать момент более широкого ассоциативного толкования руны, то есть чтобы каждый мог высказать свое видение и понимание относительно руны, но привести ориентир именно к пониманию общему. То есть задача какая? Не доказывать свою трактовку друг другу. Вот я так понимаю, даже где-то обеспечивая свое мнение, то есть подтверждая свое мнение. Вот видишь, руна выпала, значит я прав. Нет, здесь же вопрос найти компромисс, здесь вопрос найти единое решение. Когда все сказано и сделано, у кого-либо из вас может возникнуть желание извлечь заключительную руну, чтобы прокомментировать суть дела в свете результатов, полученных в процессе ректификации. Ну вот на этом мы текст закончим, потому что дальше новая тема: руны утешения для тех, кого постигла утрата.
Это мы разберем завтра в 18:00. И кого эта тема трогает, то она очень интересна. Подытожим. Чему мы можем научиться из данного ритуала, как говорится, руны ректификации? Вывод мы можем сделать такой, что, во-первых, всегда при желании можно найти любые способы найти взаимопонимание с любым человеком. Если каждый этого желает, каждый открыт, достаточно открыт, тогда можно найти компромисс. В противном случае это бесполезно. Это первый момент. Второй момент, который не менее важен. В качестве исследования рун, в качестве познания рун на практическом опыте, это очень неплохая техника. Поэтому, исследуя, можно интерпретировать, например, этот ритуал. Можно, например, вывести какие-то вопросы. Это вопросы могут быть, например, не обязательно общие вопросы. Это может быть каждый задать вопрос и коллективно собраться, например. Этот вопрос обсудить вытягиванием руны. То есть, например, пишется вопрос, там собирается, например, 5 человек, каждый пишет свои вопросы, выкладывает на общее обсуждение и, например, зачитывается вопрос.